Всем привет! Сегодня готовим невероятно вкусный и нежный заливной пирог с капустой на кефире. Это классический рецепт, который всегда получается удачным. Полный список всех продуктов вы, как всегда, найдете в описании под этим видео. Сначала приготовим начинку. Нам понадобится примерно 400 граммов капусты. Это половинка небольшого кочана. Нарезаем ее тонкой и короткой соломкой. Чем тоньше, тем нежнее будет начинка. Поставим на плиту сковороду и нальем 3 столовых ложки растительного масла. Теперь нам понадобится одна крупная луковица. Порежьте ее на половинки и измельчите до небольших кубиков. Можно использовать белый лук, можно красный, какой вам нравится. Большое вам спасибо за поддержку меня и моих видео. Выложите лук на сковородку и обжарьте на среднем огне до прозрачности. Примерно 2 минуты. Одну крупную сочную морковь натрите на крупной терке. Морковь придаст сочность начинке пирога, а также небольшую приятную сладковатую ноту. Еще раз перемешайте лук. Выложите морковь и обжаривайте 3 минуты на среднем огне, помешивая. Затем добавляем к луку нашу капусту. Перемешиваем и жарим, периодически помешивая, около 10 минут. Капуста должна стать мягкой. Для большей сочности начинки можно готовить под крышкой. 2 яйца отвариваем вкрутую 10 минут. В глубокую миску выливаем 250 мл теплого кефира. Добавляем чайную ложку соды и размешиваем. Видите, кефир сразу начинает пузыриться. Это он гасит соду. Кстати, если вы возьмете кефир жирностью больше 3%, тесто получится еще более пышным и нежным. Яйца сварились. Перекладываем их в холодную воду. Тогда скорлупа будет легко отставать от яйца. Уберем до остывания. Капуста стала сочнее. Она обжарилась и подрумянилась. Добавьте 2/3 чайной ложки соли. Немного хмели-сунели, по желанию. Количество соли можно регулировать по своему вкусу. Накройте крышкой и обжаривайте еще 5 минут. В отдельную чашку разбейте 2 яйца. Добавьте 3 чайные ложки соли и взбейте до легкой пены. Добавляем к кефиру взбитые яйца и тщательно перемешиваем. Добавьте 1/3 чайной ложки соли и пол чайной ложки сахара для баланса вкуса. Вливаем 60 мл растительного масла. И еще раз все перемешиваем. Капуста приготовилась. Она стала мягкой и нежной. Еще раз перемешайте. И уберите с огня. 200 граммов муки добавьте к кефиру. Лучше это делать постепенно, постоянно помешивая. Муку лучше заранее просеять. Все перемешиваем до полной однородности, чтобы не осталось ни одного комочка. Тесто должно получиться вот таким, гладким и тягучим, как на оладьи. Переложите капусту в глубокую миску и остудите. Сваренные вкрутую яйца очистите от скорлупы.
Натрите на крупной терке или можно нарезать кубиками, кто как любит. Добавьте яйца в миску к остывшей капусте. Перемешайте. Теперь мелко порубим свежую зелень. У меня укроп. Также подойдет петрушка или перья зеленого лука. Отправляем зелень в начинку. Все хорошо перемешиваем. Посмотрите, какая сочная и ароматная начинка у нас получилась. Готово. Сейчас нам понадобится тесто. И можно включить духовку на 180 градусов. Выливаем в форму для запекания, застеленную пергаментом, ровно половину нашего теста. И аккуратно распределяем его ровным слоем. Теперь выкладываем начинку. Равномерно распределяем ее по тесту, стараясь не оставлять пустых мест. Так каждый кусочек пирога будет с начинкой. Заливаем начинку оставшимся тестом. Осторожно разравниваем его лопаткой, чтобы оно полностью покрыло всю поверхность. Отправляем наш будущий пирог в разогретую духовку на полчаса. Выпекаем до красивой румяной корочки. Готовность можно проверить деревянной шпажкой. Если она выходит из центра пирога сухой, значит все готово. Готовый пирог накрываем полотенцем и даем ему отдохнуть минут 10-15. А пока можно заварить чай в предвкушении уютного и вкусного чаепития. Пирог слегка остыл. Теперь его можно нарезать на порционные кусочки. Посмотрите, какой он нежный и воздушный в разрезе. Пирог идеально подойдет для семейного обеда или ужина. Этот пирог одинаково вкусен как в теплом, так и в холодном виде. Тесто получается тонкое и пышное, а начинка нежная и сочная. Этот капустный пирог просто тает во рту. Друзья, это действительно очень вкусно и очень просто. Обязательно попробуйте приготовить. Спасибо за просмотр. Приятного аппетита. Благодарю вас за лайки, комментарии и подписку. Давайте дружить и готовить вместе.